Есть знания, которые не читают в книгах, их вспоминают. Это и есть магия звезд и древних цивилизаций. И сейчас вы делаете то, что делают мастера. Вы не ломитесь, вы представляете себя, внутри произносите: «Здравствуйте, мы пришли с уважением, мы просим чистого контакта, мы просим допуск только к тому, что безопасно для нашей реальности. Мы готовы слушать. Их Просим очень знать». много. Мгм. Они пришли сразу, как только мы начали, спуск в землю, вглубь. Они уже стояли, ждали. Было такое ощущение, что они нас ждут достаточно давно. И я могу сказать, что по внешним данным они все почти одинаковые, но они сказали, что этот внешний вид они используют для нас. Они все похожи на людей, причем на людей таких вот, знаешь, очень почему-то они напоминают мне времена, когда был Илья Муромец, понимаешь, Лёша Попович, вот украинские богатыри. Мгм. Вот они все похожи на таких людей. У них длинные волосы, волосы русые, светлые, русые, разные. Не у всех одинаковые. Я не могу рассмотреть глаза, ни у кого не могу понять цвет глаз. Он есть, но он какой-то очень непонятный, он какой-то как электрический, что ли. Я не могу понять цвет глаз. Ам, Они все очень приветливые, очень. Что самое интересное, что они стоят, а вокруг них прям очень много всякого хозяйства. То есть там и какие-то, очень причудливые емкости с фруктами, причем фрукты тоже очень такие причудливые, я таких фруктов у нас не видела. И как будто бы столярное дело. Очень много именно вот хозяйства. Создается ощущение, что действительно ты приехал каким-то очень близким и давним-давним родственникам. Они нам улыбаются, но пока ничего не говорят. Мгм. Просим принять и считать наши эфирные коды. Мгм. Вот теперь они выдвигают одного человека, это похоже на женщину, но я не уверена, что это женщина. Просто у них у всех длинные такие платья. Просто она какая-то вот хрупкая. Создается впечатление, что она хрупкая. Поэтому я решила, что это женщина, но, на 100% сказать не могу. Мгм. Они сейчас дают Есть. информацию, что у них, нет пола, Мгм. что они показывают для нас это все. Мгм. Идет информация, что они сознание. Они хотят сейчас дать некоторую вводную информацию. Возможно, они говорят, что, возможно, это нам поможет. Мгм. Они — это Хорошо. есть мы, они — наше сознание. Мы — это сознание, которое показывает ступеньки, спустилось по ступенькам вниз. Они не Э, отдельная цивилизация. Они как будто сознание. Ам, Они говорят, что и не было времени, когда они были, а потом не были здесь. То есть они присутствуют всегда в виде волн. Волны в воздухе показывают волны. То есть это эволюционная точка, получается. Они наши прародители.
Они говорят, что в нашем трехмерном сознании, они выглядят как наши прародители. Но на самом деле, если смотреть из другой точки на эту реальность, вот они мне сейчас показывают, что как будто бы если бы я села высоко-высоко на горе, смотрела на это все, то я бы увидела немножко по-другому, что, ам, они те, которые позволили себе стать нами. Мгм. А То есть есть ли запреты? Мгм. то есть я, конечно, не очень понимаю, но такое впечатление, что что мы, они и есть. Мгм. Соответственно, а есть ли запреты защиты или шифры на их знаниях? Как нам Да, пользоваться техникой да, безопасности? да, они сказали, что есть, и, они не ставили эти запреты и шифры. Эти запреты и шифры — это уровни сознания. Мгм. Нам недоступна та информация, до которой мы еще не дошли. Мгм. А как они могут показать, как выглядит их мироустройство, самой цивилизации еще больше? Как они живут? Сейчас я спрашиваю. Как будто бы внутри Земли, но это только, они говорят, это только для вас такая картинка, чтобы вы увидели, ну, саму суть. Много животных, много растений, много плодов всяких красивых, очень ярко. Они ничего не едят. Они никому не приносят вред. А чем они Они питаются? разговаривают с закрытым ртом, телепатически. Мгм. Они питаются энергией. Говорят, что и мы к этому придем, что мы сможем вернуться на тот уровень, на котором находятся они. Они говорят, что условно мы друг друга называем, они нас называют, условно они нас называют, типа исследователи, что-то такое. Мгм. А есть ли на Земле сейчас те, кто имеет доступ к вашим кодам и библиотеке знаний? Как их Все. распознать и кто это? Они говорят все. Мгм. Все имеют доступ. Но выходят на этот уровень постепенно, каждый в своем ритме. Мгм. А как часто тогда можно ходить к вам в гости, и проводить такие сессии? Всегда. Они прям раздвигают так руки и говорят, что когда захотите, всегда. А способны ли вы лукавить или давать неистинную информацию? Нет, они есть информация. Они говорят, мы есть информация. Кому нам лукавить? Мгм. То есть, вы даете информацию полностью или частично? На тот уровень, на который мы можем воспринять ее, в противном случае мы просто заблокируем ее. Мы сами, мы с тобой Мгм. заблокируем ее. Есть А, информация, как мне говорят, которую, если они нам дадут, мы ее не воспримем, мы заблокируем, и тогда мы не сможем с чистым сердцем и доверием входить к ним. мгм. А, какие есть защиты, запреты на знания, что нам точно нельзя делать, чтобы не исказить канал? Нет, они сказали, что все, что нам доступно, мы можем использовать так, как мы хотим. Мгм. А мы называем цивилизацию Лемурия. Подходит ли это название или как можно лучше? Есть просто вариант Му,
называть? Как лучше обращаться? Мне сказали, что и то придумали, люди, но придумали, исходя из вибрации звука у мы можем Мгм. называть их лемурии. Мгм. Но они сказали, что это не звук "у", чтобы мы не ошибались и не поставили такую букву. Это вибрация звука "у". Мгм. Поэтому, на пересечении других вибраций могла слышаться и вибрация "ли". Они не М. понимают, откуда вибрация рия, ри. То есть они понимают, 1 вибрация точно считана, звук "у", 1 вибрация могла быть считана, она очень близко, ли, тогда уже лиму. Ну, есть лемурия называется поскольку нашли благодаря лемурам. Это животное, которое мы называем лемуры. Есть теория, что как раз потерявшуюся, то есть ту цивилизацию, именно именно поэтому назвали Лемурия. Мгм. Они говорят, что это красивая легенда. Мгм. Так, какие, возможно, то есть необходимо ли нам защищать канал с нашей стороны? Все, кто на него может претендовать, должны научиться считывать тот уровень информации, который они дают. То есть он сам себя защищает, получается. Мгм. Хорошо. А какие-то техники медитации, которые здесь эффективно использовать для связи с ними, можно получить? Или нам просто использовать эти символы, концентрироваться на них и входить, на такие сессии? Они говорят, что мы можем каждый день концентрироваться на, знаке и входить. Можем подключать их звук, их вибрацию, тогда мы будем сразу же в их коллективном сознании. И этот звук У, без без м, ага, так. А можем ли выкладывать эту информацию в общий доступ? Да. Они сказали: "Кто готов, тот услышит". Э, соответственно, тогда вопрос, необходимо использовать только живой голос или можно использовать искусственный интеллект для визуальных образов, аудио? Можно использовать интеллект. Они говорят, Мгм. что от этого не снижается на самом деле, качество информации. А какие мистические практики были наиболее развиты в их цивилизации? Это ментальная, руническая, стихии, ритуалы, технологии? Ментальное общение, перемещение, мгновенное проявление предметов. Это то, что они передавали нам уже. То, чем есть, кто пользуется, но массово мы скоро узнаем, что такое телепортация. Мы Ам, уже знаем, они сказали: "Вы уже знаете, что такое телепортация, но называете это трансовым путешествием". мгм. А есть ли рунический алфавит или символы, а, которые мы могли бы использовать сейчас? Никакого ответа нет. Мгм. А в каком направлении их, практики проявляют себя сильнее? Это целительство, изобретение, финансы, отношения, космические знания, эволюция сознания?
Эволюция сознания, космические знания, получение информации. Работа с душой и переходы между реальностями. И, соответственно, для получения этого э, лучше всего использовать звук и те символы, которые мы Да, получили. да. Так, а возможно, какие-то есть это символы для нас входа, а какие есть практики, которые могут помочь нам поднять вибрации индивидуально, Татьяне и Дмитрию, и глобально? Очень интересно показывает. Нужно, закинуть голову, как будто бы вытащить челюсть вперед, сделать так губы, как дудочкой. И вот так нужно дышать. Эту технику мы можем делиться с другими, кто Да, с нами слушает, напряжение, теми людьми. да-да-да. Напряжение идет челюсти, шея, грудь, щитовидка сильно напрягается. Ага, через такое упражнение мы будем получать больше информации и проявлять ее в мир. Наши слова станут по-другому звучать. И также само, соответственно, издавать звук когда это делать, эту практику, если мы правильно поняли. Они сказали: "Нет, в этот момент дышать нужно". Дышать просто. Звук "у" нужен для того, чтобы попасть к ним, совместить Мгм. поля. А это мы спрашиваем про практику, поэтому они говорят: "Нет, это практика". А какие, возможно, еще есть практики, связанные со знаками, с рунами, с глифами? Они показывают, что ты можешь как будто бы венок сделать из рун и как будто бы пропускать туда это дыхание. И ты можешь этот венок сделать из рун и держать его у себя на столе. Я даже не знаю, как это назвать, но это венок из рун. Это не просто, рунический круг. Это прям как будто что-то сплетенное, похоже на ратон, что-то сплетенное. И там, вписаны руны прям по этому плетению. Ну, как став такой, можно сказать. Да, да-да-да, такое он круглое, Мгм. и лежать на рабочем месте. Руны, они сказали, можете писать любые. Это одна М. энергия. Мгм. А возможно, есть практика, алгоритм какой-то медитации, образы, которые бы помогли бы воспользоваться, тоже получать знания. Горы — это символ знаний. Пирамиды или горы именно? Горы. Горы. Пирамиды, они сказали, что это приемник, это искусственные горы, для того, чтобы общаться, передавать. Это как телефон. Нет, они сказали, не телефон, поправили меня. Это как интернет. Мгм. А горы — это знание. То есть все медитации, которые в себе имеют образы гор, они, в общем-то, в какой-то степени связаны с вашей цивилизацией в том числе. Они говорят, да, в том числе. Не только с нашей цивилизацией, в том числе. И плюс к этому горы — это они говорят, что с знак, символ которого понятен всей Вселенной. Мгм. Вы уже упомянули, что у них как такового полов нету. Какое отношение в лемуре к полам мужскому, женскому? То есть он отсутствует или Прекрасно. только у нас? Они говорят, что это как игра, но что вы как будто меняете, свои роли. Это очень здорово, потому что мы можем ощутить себя по-разному. И разделенными, и потом объединенными. Мы больше оценим, когда объединим мужское и женское, мы больше это оценим. Мгм.
В какой стране сейчас сохранились больше всего памятников и мест силы для Лемурии? И есть ли смысл физических Индонезия. экспедиций? Индонезия, прям мне прям сказали: Индонезия. Мгм. Я даже не вижу визуально, Индонезия просто сказали. Индийский океан в толще океана. Ну, Америка, говорят. Но это только потому они вот показывают, только потому что там есть канал. Америка, там просто есть канал. Это не памятники. На памятники указывают на Индонезию. А канал этот гора Шаста, Да, они кивают головой, да. а связь с Сидоной есть тоже? Там тоже канал? Есть, Мгм. но чаще используют для своего общения шасты. Просто. Сидона — это как общий телепорт общения со многими Мгм. цивилизациями. А Шаста именно Лемурия. Да, они говорят, что шасту используют именно они. Ну и там это гора Шаста, соответственно, непосредственно как символ в том Да, числе. да, да. Мгм. Мгм. Хорошо, в Индонезии есть такой памятник, Гунунг Паданг. Там в свое время говорят, что была пирамида. Они могут более детально рассказать про это место? Это место не принадлежит никому, но они там в том числе присутствуют. Используют, не присутствуют. Они в том числе используют это место. То есть это не они построили, это неизвестно, кто построил изначально. Если нас интересует постройка, то она была гораздо позже, чем Лемурия. Мгм. То есть они уже использовали то, что было построено до них непосредственно для. Впоследствии, после них, постройка случилась гораздо позже, чем была Лемурия, и они Мгм. впоследствии начали использовать. Поскольку они явились, ну, такими как славянскими образами, да, богатырями и так далее, такой вопрос: могут ли они рассказать, или есть какая-то связь, а, с славянским пантеоном богов? Есть связь со всеми пантеонами богов, Какая именно? потому что боги изначально были представителями цивилизации. И А они также приходили в образах богов. в образах каких богов приходили цивилизация Лемурия? И славянских тоже показывают. А, я так вижу, что из славянских всех богов, я вижу, что это, скорее всего, Велес. Потому что показывают знак Велеса, букву А Мгм. перевёрнутую. Мгм, мгм. Богов Индонезии? Да, показывают тоже знаком. Есть такая, сидит как будто бы человек, и у него голова в разные стороны смотрит. Это есть славянский бог Святовид, у него в головах смотрит в 4 стороны. Это они про Индонезию говорят. Это про Индонезию. Мгм. Да, и говорят про Индонезию. Мгм. А есть ли связь, вот если близко к Индонезии смотреть культуру, Австралии, Новой Зеландии даже больше, э, Они так жителей Новой интересно Зеландии? говорят, что мы привязываемся к каким-то географическим показаниям, хотя это все очень неточно. Ну, поскольку когда они были, то есть, ну, поскольку сама планета менялась из-за этого? Да. Мгм. Так. Ам.
Есть ли сейчас на Земле представители, цивилизаций, как мы уже поняли, что есть, как-то они отличаются от представителей других цивилизаций? Такой электрический свет в глазах, ам, понимание. Они вот прям показывают своими глазами, что понимание. Я так понимаю, что это светлые, что ли? Нет, это не обязательно светлые. Какой-то блеск в глазах, понимание, сердечность, сердце показывают. Ам, информация, считывание информации. Очень много говорить любят. Мгм. Они говорят, что мы все представители, и их цивилизации в том числе. Просто кто-то больше, кто-то меньше. Хорошо, а те, кто вот больше представителей, представляют их, сейчас, нужна ли, возможно, им какая-то помощь представителям? Это и с чем, возможно, мы можем помочь, и чем именно? Молчат, ничего не говорят. Возможно, есть какая-то практика непосредственно для представителей, ну, больше представителей Лемурии, чтобы они могли, лучше связаться. А, то есть Они практик, с которой мы могли бы поделиться еще, ну, публично. они говорят, что все практики, которые помогут вам связаться, вы должны делать для себя, внутри себя, и тогда у вас откроется внутреннее видение, свет. Это для нас, а для других, то есть, возможно, через внутренний свет, как мы можем, то есть только через внутренний свет мы, в принципе, и зажигаем внутренний свет других. Мгм. Да, верно, говорят верно. Мгм. А с какими цивилизациями они, сотрудничают, те, которые мы знаем или которые, возможно, мы не знаем, с которыми они А, не очень сотрудничают? они не сотрудничают с несколькими цивилизациями, которые, сейчас присутствуют на Земле. Для них это невозможно из-за разницы, в вибрационных состояниях. У них нет вражеских цивилизаций, но есть те цивилизации, с которыми просто они как будто, он говорит, мы не можем говорить, как будто связь потеряна. Но это только из-за разницы в вибрационных состояниях. Сотрудничают абсолютно со всеми, кто выходит на их уровень. Не так-то просто. Больше А всего возможно, показывают атлантов, Атлантиду.